Здравствуйте! Приветствуем вас на нашем канале «Социончик». Канал был создан на базе Херсонского соционического клуба. Клубу более 15 лет. Меня зовут Елена Русина, и я изучаю соционику в клубе с 2009 года. По образованию и по роду деятельности я логопед и коррекционный педагог. Зачем мы создали этот канал? Дело в том, что существует запрос на научно-популярное представление соционики. Функционирование канала осуществляется за счет моральной поддержки и за счет добровольной финансовой поддержки наших слушателей. Для тех, кто не знаком, хочу представить Митина Александра Викторовича, который был увлечен в инженерии, социальной инженерии, а также является руководителем 2 соционических клубов в городе Херсоне, в городе Николаеве, а также является руководителем небольшого исследовательского соционического центра. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И мы планируем в меру поддержки снять ряд роликов на базе лекций спецкурса Александра Викторовича, которые читаются в клубах в Херсоне и в Николаеве. И ролики будут представлены в научно-популярной форме и в интерактивном режиме. Скажите, Александр, как давно вы занимаетесь соционикой и почему она вызывает у вас интерес? Изучать ее начал в 1998 году. Возникла такая потребность. Я был хорошим инженером, и, в принципе, технические сложные вопросы были для меня достаточно прозрачны. А вот вопросы взаимоотношений между людьми, не очень. И я искал формальную базу для понимания этих вопросов. Я изучил все доступные материалы по психологии, и осознал, что, на мой взгляд, там отсутствует системный подход. И потом я обнаружил ранние работы Виктора Гуленко в сети Фидонет. И потом примерно с 2002 года я начал проводить исследования. Для исследования, естественно, мне нужна была база. Я ее создал на базе клубов. Клуб «Социончик» в Херсоне и клуб «Альфа» в Николаеве. И позже для формализации исследовательских задач был создан небольшой исследовательский центр на базе небольшой группы. Южный соционический центр. Александр, а вы лично применяете соционические технологии в решении каких-либо повседневных задач, может быть, бытовых даже задач? Мне приходится постоянно применять, поскольку как-то легче тогда живется. А вы могли бы привести какие-то конкретные примеры из последних применений соционики в быту? Я живу в многоквартирном доме, и возникла проблема с отоплением. Общая тепловая труба, которая подает горячую воду, в общем, кончила свой ресурс, скажем так. Но поскольку это нужно всему подъезду сбрасываться деньгами, это вообще проблема, поскольку многие люди социально неблагополучны, и председатель ОСББ, не всегда в состоянии с этим справиться. Поскольку мне, доверяют, и она считает, что я почему-то с людьми умею ладить. Интересно, почему? Да. Она попросила меня помочь. Я с этой задачей справился, то есть в течение недели задача была решена. Причем, за неделю это быстро очень, такую задачу решить. Да, 9 этажей, разные люди. Причем с некоторыми из них пришлось, конечно, общаться специфическим образом.
Ну, а когда деньги сдали все, председатель ОСББ удивилась, поскольку ну, как бы до сих пор находится в недоумении. Каким образом это удалось решить, если некоторые жильцы даже не оплачивают некоторые коммунальные услуги через суд? Мгм. То есть для нее это было несколько удивительно. Я, значит, думаю, что вот Лена тоже достаточно изучила соционику. Может быть, Лена, приведешь свой пример какое-то применение, это будет всем интересно. Ну да, конечно. Ну, для меня самая вот интересная сфера — это дети. Я работаю с детьми, и, наверное, это самые успешные примеры моего применения. Хотя, конечно, я использую соционику на каждом шагу. Известно, что вот подростки, они отличаются особенностями характера, то есть они созревают, они такие колючие, у них негативизм. И вот как же, например, заставить вот младшего подростка, например, в выходной ехать и копать картошку? Все-таки им интересно велосипед, компьютер, а тут картошку копать. Вот как можно заставить? Да, на интимных особенностях. Вот. И вот, например, моему сыну 11 лет. И вот как я с ним обычно поступаю, когда нужно ехать и копать картошку. То я ему говорю так: мы ее пожарим, и она будет с такой хрустящей корочкой, а еще можно сварить много-много пюре, и оно такое мягкое и вкусное, вот, а еще можно сделать драники. И вот после того, как я это все перечислю, он бежит, и вот для него это важно. Еще была такая ситуация, что он никогда не ел кашу из тыквы. И когда он ее, после того, как он ее сам вырастил, он съедает полностью всю кашу, и мама довольна, и все прекрасно. А вот, допустим, с племянником, которому 9 лет, тоже уже приближается к такому подростковому возрасту, нужно действовать совсем с племянником по-другому, поскольку у него совершенно другой тип информационного метаболизма. То в применении картошки можно сказать так, что давай мы будем выкапывать картошку и смотреть, а какая картошка на что похожа. И вот ему это может показаться интересным, то, что, оказывается, существуют картофельные образы некоторые, и можно потом из них что-то придумать, эту сказку и так далее. То есть один тот подход, который эффективен для одного ребенка, оказывается неэффективен для другого, и наоборот. Можно обобщить, сказать так, что более того, незнание основ соционики или там неумение ее практически применить обрекает человека просто на более трудную жизнь. Скажите, Александр, а вот как вы жили раньше до знания соционики? Труднее, да. Ну, например, было много конфликтов с моей бывшей женой, и даже объективных каких-то причин, в общем-то, и не было. Что еще? Я часто увольнял секретарей, там одну за другой, в общем, как неподходящее для моего стиля руководства, да. Вот. Ну и вообще, можно было бы избежать половины конфликтов, наоборот, получить от очень многих людей содействие. Там, скажем так, я до изучения соционики не мог вообще понять поведение, так сказать, образ мысли половины людей. Ну, в принципе. То есть поведение половины людей нам от природы понятно, и мы их воспринимаем хорошо, да? А что со второй половиной? Ну, они, допустим, меня понимают и так, то есть естественным образом. Вот.
сказать, что половина людей или не половины, это достаточно грубое обобщение, но в принципе да. Мгм. А скажите, Александр, а какой круг вопросов вообще решает соционика? Заметно, что это прежде всего великолепный инструмент для практического психолога. То есть он дает очень короткий путь к решению многих задач психолога. И о возможностях соционики вообще, значит, можно сказать, что то есть можно, определив тип информационного метаболизма человека, можно достаточно точно, значит, знать его психологические предпочтения, подходящие профессии, там, ну, тип отдыха, уровень совместимости с другими людьми. Можно понять, как решать проблемы какого-то вот индивидуума и даже откуда они возникли, в какой области, так сказать, искать какое-то решение. Можно, значит, так сказать, выяснить, от чего у человека проблемы с психосоматикой, например. Ну, я могла бы немножко глубже пояснить этот момент. Прекрасно. Вот. Ну, дело в том, что, наверное, так, что психосоматические заболевания – это те заболевания, которые поражают тело человека через психику. И на самом деле по статистике этих заболеваний больше половины, вот вообще из всех заболеваний, больше половины заболеваний – это психосоматические заболевания. То есть, что это значит? Это значит, что человек получил это заболевание, находясь в некомфортных условиях среды. То есть он был в стрессе, он испытывал какое-то психологическое давление, он был в некомфортных отношениях с другими людьми или с другим человеком, и вот этот стресс, он спроецировался уже на физиологию, и получилось реальное физическое заболевание. То есть, ну, можно вот примеры привести, когда человек вот в душе поэт, писатель, он возвышенный, для него важны высшие материи какие-то, а каждый день он должен работать кузнецом, и у него не остается времени на любимое дело, на его реализацию. Или, например, вот тип отдыха. Вот очень важно, как человек отдыхает. То есть, если, например, вам нравится активный отдых, это поход в горы с рюкзаком, там, прыжки с парашютом, яхты и байдарки, то этого требует именно ваша личность, это именно вам так нужно для здоровья. А, допустим, если ваш супруг или вот ваш близкий человек хочет отдыхать по-другому, например, пассивно, там, на диване, да, и вы вынуждены с ним отдыхать именно так, и вам это не подходит, то есть то вы также испытываете стресс и можете от этого заболеть даже. В общем-то, можно сделать такой вывод, что соционическое знание в принципе позволяет избежать или облегчить очень многие вопросы, а также восприятие многих вопросов. Я даже считаю, что основы соционики должны войти в школьную программу для старшеклассников. Это очень сильно поможет им в реальной жизни. Да уж, это точно. Значит, обычно всех волнует заработок денег, конечно. Но вот что вы можете, Лена, сказать по поводу заработка денег? Ну, меня больше интересует, конечно, сфера отношений. По поводу заработка денег, я могу сказать так, что для того, чтобы зарабатывать деньги, необходимо приобрести подходящую именно тебе профессию. А это, как известно, не всегда удается, и это дело непростое.
И вот представьте, что для вашего старшеклассника в книжке по соционике уже существует список или спектр реализаций, профессий, в которых он будет успешен, точно успешен, в какой-то он себя точно найдет. То есть, это достаточно узкий спектр, да? Вот. И таким образом, если он освоит ту специальность и профессию, которая подходит его мышлению, его типу информационного метаболизма, то он, конечно же, будет и счастлив, и здоров, и сможет зарабатывать много денег. Александр, а скажите, а какие существуют ограничения у соционики? Все-таки это ж не панацея. Ограничения есть, конечно. То есть, во-первых, соционическую оценку можно давать, скажем так, условно здоровой психике. Во-вторых, это только кажется на первый взгляд, что соционика проста. Дело в том, что каждый из нас не может похвастаться объективностью восприятия. То есть каждый человек смотрит на мир сквозь некий собственный соционический фильтр, можно сказать, необъективно. Угу. Можно ли это так вот представить, как восприятие цвета? То есть, что, допустим, чтобы было наглядно, да, что один человек, например, видит только желтые цвета и оттенки, другой только красные, а третий только синие цвета и оттенки. То есть, и, соответственно, они, глядя на один и тот же процесс или объект, не могут сходиться полностью во мнениях об этом объекте. Конечно, и даже с восприятием формы. То есть вот я предлагаю посмотреть сейчас демонстрацию по форме и потом продолжить. Угу. Вот. И кроме того, для начала нужно понимать место соционической области оценки психики человека. Она ограничена. Ну, я предлагаю это трактовать так, как предложил Игорь Литвиненко в статье «Субъект психического отражения и активности». Значит, в принципе, для хорошего пояснения это, в общем-то, отдельная тема. Но вкратце я могу сказать так, что существует какой-то начальный базовый уровень, это уровень биологии, инстинктов. То есть каждый человек, например, рефлексирует одинаково на коленную чашечку. Так. Вот. В него вложен психологический уровень. То есть каждый человек может находиться в радости, в печали, скажем, в каких-то состояниях, да, которые все люди, значит, могут быть в этом состоянии. А потом уже в него вложен как бы типологический или, можно сказать, соционический уровень. То есть как именно этот человек печалится, как он радуется, как он, скажем так, выражает эти состояния. Ну, естественно, в этот уровень вложен некий такой совершенно индивидуальный уровень, феноменологический, можно сказать. Конечно, соционика не может характеризовать своим инструментом в эту уже сферу. То есть мы все отличаемся друг от друга, допустим, у кого-то родинка где-то и так далее. То есть это очень индивидуальное отличие. Александр, а вот базовый вопрос соционики – это определение типа информационного метаболизма.
И то есть от правильности определения ТИМ будут зависеть все последующие прогнозы, оценки, все будет от этого зависеть. И вот как все-таки определить, что тип информационного метаболизма все-таки определен правильно? Ну, когда мы применяем слово «правильно», мы обычно сравниваем с неким эталоном. Например, время ваших часов можно сравнить с временем на компьютере. А это время можно сравнить с каким-то лондонским эталоном времени. А с чем сравнивают лондонский эталон? Ну, с периодом полураспада какого-то вещества. Надо же, ничего себе. Да. Будем знать. Да. Ну, общего эталона между, ну, скажем так, достаточно научными школами соционики не согласовано. В принципе, эта задача, конечно, решима. То есть некие косвенные признаки, так сказать, в кавычках, правильности. Но я предлагаю о них поговорить в какой-то следующий раз. Я думаю, на сегодня достаточно, в принципе, мы побеседовали. Да, спасибо. И мы хотим поблагодарить людей, которые оказали поддержку. Мы обязательно снимем еще передачи. И напоминаем, что те, кто хочет оказывать дальнейшую поддержку, может прислать любую сумму на счет в Украине или в Европе. Спасибо за внимание. До свидания.